Мы привыкли объяснять гибель цивилизации через большие безличные силы. Засуха, опустошившая поля, эпидемия, выкосившая города, варвары, пришедшие с севера или востока, экономический коллапс, накапливавшийся десятилетиями. Все это реальные причины, и историки правы, когда ставят их во главу угла. Но есть вопрос, который они задают реже, хотя он не менее важен. Что происходит, когда в момент максимального напряжения системы во главе государства оказывается человек, который вместо того, чтобы удерживать ее, начинает разрушать? Не из злого умысла, не обязательно из жестокости. Иногда из слепоты, иногда из самоуверенности. Иногда из неспособности прочитать реальность такой, какова она есть. Иногда просто потому, что власть, оторвавшаяся от системы, которую она должна обслуживать, начинает работать против нее. Этот разговор не о 10 худших людях в истории. Рейтинги злодеев – это занятие для другого жанра. Это расследование о другом, о механизме, при котором правитель перестает быть защитником системы и сам становится ее главным разрушителем. О том, как конкретные решения, принятые конкретными людьми в конкретные моменты, ускоряли то, что могло бы идти медленнее или не произойти вовсе. Важна одна оговорка, без которой все остальное будет нечестной историей. Ни одна из цивилизаций, о которых пойдет речь, не рухнула, потому что один человек был плох. Во всех случаях были накопленные слабости, структурные противоречия, внешние угрозы, которые давили задолго до прихода конкретного правителя, экономические перегрузки, демографические сдвиги, потери легитимности власти. Правитель в нашем рассказе – это не причина в чистом виде, это катализатор или последний удар по уже надломленной конструкции. Именно это и делает историю интереснее простой схемы «плохой царь все сломал». Начнем с Персии. С фигуры, которую история превратила в карикатуру раньше, чем успела разобраться в ней по-настоящему. Камбис II унаследовал самую большую империю, которую видел мир к тому времени. Его отец, Кир Великий, выстроил ахеменидскую державу на принципах, которые были необычны для эпохи. Завоеванные народы сохраняли свои культы, своих жрецов, свои административные традиции. Это был не альтруизм, это была политическая механика, включение, а не уничтожение. Именно поэтому система работала. Камбис продолжил экспансию. Египет пал перед ним в 525 году до нашей эры. Это был военный успех, который нельзя отрицать. Но дальше начинается то, что историки до сих пор разбирают по кускам. Греческие и позднейшие египетские источники рисуют Камбиса как человека, оскорблявшего египетских богов, убившего священного быка Аписа, разрушавшего храмы. Именно эта традиция сделала его символом безумного завоевателя. Проблема в том, что археологические свидетельства этой картине противоречат. Есть данные, что Камбис участвовал в египетских религиозных ритуалах, принимал титулы фараона, вел политику, вполне сопоставимую с политикой его отца. Образ разрушителя богов, скорее всего, был создан египетским жречеством, которое имело вполне конкретные причины не любить нового владыку, и греческими авторами, черпавшими из враждебных Камбису источников. Это не значит, что Камбис был хорошим правителем. Это значит, что его реальные ошибки нужно искать в другом месте. А они были. 2 крупные военные экспедиции против Эфиопии на юге и против оазиса Сива на западе закончились катастрофой. Особенно поход к Сиве, где, по данным источников, армия была уничтожена в пустыне. Военная перегрузка, плохая логистика, амбиции, не соответствующие ресурсам – это уже не миф, это реальная управленческая проблема. Важнее другое. В момент смерти Камбиса, при невыясненных обстоятельствах в 522 году до нашей эры, в империи вспыхнул масштабный кризис. Самозванцы. Восстание в нескольких провинциях одновременно. Оспаривание трона. Дарию I потребовались годы, чтобы снова собрать державу. Этот кризис – не прямое следствие одного решения Камбиса, но он обнажил то, что стиль его правления не укрепил – систему передачи власти, лояльность провинциальных элит, внутреннюю устойчивость. Камбис расширил империю и не удержал ее внутреннего баланса. После него пришлось все собирать заново. Это уже достаточно много, чтобы считать его правление ошибкой, даже без демонизации. Следующая фигура – один из самых известных провалов в истории Персии. И здесь все снова сложнее, чем кажется. Ксеркс I вступил на трон в 486 году до нашей эры как наследник блестящей державы. Дарий оставил ему мощную административную систему, разветвленную сеть дорог, отлаженный механизм сбора налогов. Империя была огромной, богатой и в целом стабильной. Перед Ксерксом была одна незакрытая задача
Греция. Дарий потерпел поражение при марафоне в 490 году. Для персидской стороны это было тяжелое, но не катастрофическое событие. Один неудавшийся поход в одной периферийной части мира. Но для персидской политической культуры, где царь был воплощением победоносного миропорядка, поражение имело символическое измерение, которое нельзя было оставить без ответа. Ксеркс организовал поход 480 года, вероятно, самую большую военную экспедицию, которую древний мир видел до той эпохи. Мосты через Геллеспонд, канал через полуостров Афон, колоссальная армия. Логистика такого предприятия требовала напряжения огромных ресурсов. Что произошло дальше, известно. Фермопилы дали время, Саламин оказался катастрофой для персидского флота. Плотеи завершили разгром сухопутной армии. Ксеркс отступил, и греческий поход превратился в политическое поражение. Но здесь важен не сам факт проигрыша. Армии проигрывают, империи переживают военные неудачи. Важен другой вопрос. Что этот поход сделал с самой системой изнутри? Ресурсы, потраченные на греческую кампанию, были колоссальными. И это в ситуации, когда в начале правления Ксеркса уже шли восстания в Египте и Вавилоне, сигналы внутреннего напряжения, которое требовало управленческого внимания. Вместо того, чтобы работать с этими трещинами, Ксеркс сделал ставку на грандиозную внешнюю демонстрацию силы. Греция должна была стать символом непобедимости. Она стала символом обратного. После 479 года Ксеркс фактически отходит от активного управления. Дворцовые интриги, проблемы с элитами, нарастающая нестабильность верхушки. Он был убит в результате заговора в 465 году. Это не означает, что ахеменидская держава рухнула сразу. Она просуществует еще 1,5 века. Но перегрузка системы, ставка на престиж вместо устойчивости, потеря политического веса после греческого поражения – все это – начало медленного ослабления, которое Александр Македонский завершит столетия с лишним спустя. Ксеркс не разрушил Персию, но он израсходовал ее силу на ставку, которая не сыграла, и не потрудился выстроить устойчивость изнутри. Это разные вещи, и обе требуют правителя. Теперь другой мир, другая система, другой тип катастрофы. Ассирийская империя к середине VII века до нашей эры была, пожалуй, самым жестким государством, которое создавал Древний Ближний Восток. Это не оценочное суждение, это описание системы. Ассирия строилась на страхе и демонстративном насилии, депортации населения, разрушение непокорных городов, систематическое выжигание сопротивления. Это работало как механизм сдерживания, но у этой механики была встроенная цена. Система, которая держится исключительно на страхе и перегрузке подчиненных народов, не создает лояльности. Она создает накопленное давление, которое ищет выход. Чем больше территорий включает империя, тем сложнее удерживать этот котел. При Ашурбанапале, умершем около 631 года до нашей эры, империя еще выглядела на пике. Великая библиотека в Ниневии, военные победы, культурный расцвет. Но именно в его правлении начались первые признаки перегрева. Гражданская война с братом Шамашумукиным, правителем Вавилона, опустошительная и долгая. Восстание в Египте, который в итоге вышел из-под контроля. Нарастающее давление с востока. Медийцы начинали консолидироваться в силу, которую Ассирия еще не воспринимала всерьез. Правитель, на котором все рухнуло окончательно, Синшеришкун, сын Ашурбанапала. Он правил с 627 по 612 год до нашей эры. Это человек, которому досталась трещащая по швам система в момент ее максимальной уязвимости. К этому моменту в игру вошла коалиция, против которой у Ассирии не было ресурса. Медийцы с востока и вавилоняне с юга объединились именно потому, что каждый из них в отдельности чувствовал – момент настал. Ниневия пала в 612 году. Синшеришкун погиб при ее падении. Государство, которое 2,5 века держало в страхе весь Ближний Восток, исчезло за несколько лет настолько полно, что само слово «ассирийцы» на столетие превратилось в синоним уничтоженного. Можно ли назвать Синшеришкуна разрушителем своей цивилизации? Честный ответ – он был последним правителем системы, которая уже не могла выжить. Ее обвал был подготовлен задолго до него – структурным перенапряжением, накопленной ненавистью подчиненных народов, демографическими и военными издержками бесконечных кампаний. Но именно его неспособность выстроить ни устойчивую оборону, ни политические союзы, которые могли бы дать время, сделала финал таким резким. Иногда правитель не разрушает цивилизацию своими руками. Иногда он просто не способен ее удержать в момент, когда удержать еще можно. Переместимся в Рим, в самое сердце империи, которая на первый взгляд кажется почти несокрушимой. Нерон – одна из самых заезженных фигур в популярной истории. Поджигатель Рима, гонитель христиан, убийца матери.
Эти образы настолько плотно приросли к его имени, что за ними почти не видно реального механизма его правления и того, что именно он с этим правлением сделал. Начнем с честного признания. Значительная часть образа Нерона была сконструирована враждебной традицией. Светоний, Тацит, Дион Кассий – все они писали после его смерти, в эпоху, когда новые правители были заинтересованы в максимально черном образе предшественника. Нерон в этих текстах – это политический инструмент, а не нейтральный портрет. Пожар Рима 64 года – скорее всего случайность, а не поджог, хотя доказать это в ту или иную сторону невозможно. Но вот что бесспорно. Нерон систематически разрушал опоры, на которых держалась власть принцепса. Убийство Агриппины, его матери, в 59 году – это не просто семейная трагедия. Это политический акт, который разрушил одну из ключевых групп поддержки режима. Казни сенаторов, реальные и подозреваемые заговоры, нарастающий страх внутри элиты – все это методично разрушало ту систему неформальных договоренностей, на которой держался принципат. Особенно важна армия. Ранняя империя существовала потому, что армия принимала правила игры. Принцепс как первый среди равных, опирающийся на сенат и легионы. Нерон эту игру не понимал или не принимал. Его художественные претензии, театральные выступления, демонстративный отрыв от военной традиции – все это в культуре, где легитимность правителя была неразрывно связана с образом военного вождя, работало как разрушение собственной базы. Когда в 1968 году начались восстания провинциальных наместников, выяснилось, что у Нерона нет ресурса сопротивления. Ни реальной лояльности армии, ни поддержки Сената, ни политических союзников, которые захотели бы его защищать. Он бежал и покончил с собой. За следующий год сменилось 4 императора – Гальба, Атон, Вителлий, Веспасиан. Год 4 императоров обнажил главную проблему. Нерон не просто лично провалился, он размыл механизм преемственности и легитимации власти настолько, что систему пришлось пересобирать с нуля. Рим выжил, Флавии восстановили стабильность. Но кризис 68-69 годов показал, как быстро разрушается политическое здание, если правитель тратит годы не на укрепление его фундамента, а на отчуждение всех, кто его поддерживал. Следующий кейс еще более показателен именно потому, что в нем нет ни масштабных войн, ни внешних катастроф. Только внутреннее разложение верхушки, происходящее на глазах у всех, и никем не остановленное. Коммод стал императором в 180 году нашей эры, когда умер его отец Марк Аврелий. После эпохи так называемых 5 хороших императоров – Нервы, Траяна, Адриана, Антонина Пия и самого Марка Аврелия – система имела все основания для устойчивости. Административный аппарат был выстроен, границы держались, легионы были лояльны, Сенат работал в режиме, который при всей напряженности отношений с принцепсом обеспечивал управляемость. Коммод разрушал это не через катастрофические военные решения и не через финансовый коллапс. Он разрушал это через превращение власти в личный театр. Он идентифицировал себя с Геркулесом, сначала в ритуальном, потом во все более буквальном смысле. Выходил на арену бороться с гладиаторами и дикими зверями. Переименовал Рим в колонию Коммода. Переименовал месяцы года в честь своих собственных титулов. Все это выглядит как экзотика, но за этим стояло нечто более серьезное. Правитель, занятый самопрезентацией, не занимается управлением. Реальная власть утекала к фаворитам, преторианским префектам, вольноотпущенникам. Сенат был систематически унижен и запуган. Казни реальных и воображаемых заговорщиков шли непрерывно. В 192 году Коммод был убит заговорщиками, в число которых входила его собственная наложница. После него начался период, который историки обозначают как точку перехода. Пауза в несколько десятилетий дала еще один шанс. Но именно Коммод обозначил момент, в котором деградация системы из случайного явления начала превращаться в закономерность. Власть, которая перестает заниматься управлением и начинает заниматься собой, это власть, которая уже не работает. И эту логику следующие десятилетия покажут с нарастающей ясностью. Если Коммод был правителем, превратившим власть в театр, то Элагабал – это пример того, что происходит, когда театр полностью вытесняет государство. Элагабал пришел к власти в 218 году нашей эры 14-летним мальчиком. Его продвинула армия, которой пообещали деньги. Настоящее имя – Варий Авид Бассиан. Элагабалом его назовут по имени сирийского солнечного бога Элагабала, жрецом которого он был с детства. Именно этот культ и стал осью всего его правления. Элагабал привез в Рим черный камень, священный символ своего бога, и разместил его в специально построенном храме на Палатинском холме. Традиционные римские боги были объявлены второстепенными, Юпитер – подчиненным.
Весь государственный культ предполагалось перестроить вокруг сирийского солярного божества, жрецом которого оставался сам император. Это было не просто эксцентричностью, это был прямой удар по одному из главных источников легитимности императорской власти, по связи с традиционной римской религиозной системой. Армия терпела, сенат терпел, элиты терпели, но терпение имело предел. Что делало ситуацию особенно разрушительной, Элагобал не просто игнорировал управление, он активно вытеснял из системы людей, которые могли управлять вместо него. Назначения на ключевые посты производились по произвольным критериям, часто оскорбительным для сенаторской традиции. Это последовательно разрушало административный слой, который, собственно, и обеспечивал функционирование государства. В 222 году преторианская гвардия убила его и его мать. Тела бросили в Тибр. Сменивший его Александр Север попытался восстановить нормальный порядок вещей, но империя уже входила в полосу кризиса, который в следующие десятилетия почти ее уничтожит. Степень личной ответственности Элагобала здесь спорна. Он пришел к власти ребенком, был сформирован религиозным культом, действовал в контексте, который он сам не выбирал. Это смягчает моральную оценку. Но не меняет исторического факта. 4 года его правления нанесли серьезный урон именно тем механизмам, которые нужны были империи для устойчивости в наступавший трудный период. Теперь сменим не только эпоху, но и континент, потому что механизм, который мы разбираем, не был монополией Рима или Персии. Он воспроизводился везде, где существовала концентрированная власть и система, державшаяся на одном центре принятия решений. Птолемей IV Филопатор унаследовал Египет в 221 году до нашей эры. Государство, которое он принял, было одним из богатейших в эллинистическом мире. Александрия – интеллектуальная столица Средиземноморья, огромные сельскохозяйственные угодья Нильской долины, разветвленная торговая сеть, мощная бюрократия, унаследованная частично от фараонов, частично выстроенная первыми Птолемеями. Это был мир, который при разумном управлении мог существовать очень долго. Птолемей IV разумным управлением не занимался. Это не означает, что он был полным бездельником в буквальном смысле. При нем произошла одна из крупнейших военных побед Птолемеевского Египта – битва при Рафии в 217 году, где египетские войска разгромили армию Антиоха III Селевкидского. Это была реальная победа, требовавшая реальной мобилизации ресурсов. Но именно здесь скрыто одно из главных противоречий его правления. Чтобы выставить достаточную армию, Птолемей IV был вынужден впервые в птолемеевской истории масштабно вооружить и обучить военному делу коренное египетское население, так называемых махимои. До этого военная сила Птолемеев держалась преимущественно на греко-македонском наемном костяке. Это был сознательный выбор первых правителей династии – не давать местному населению военных навыков, чтобы удерживать монополию на насилие в руках грекоязычной верхушки. Птолемей IV эту монополию сломал ради победы при Рафии. Победу одержал. А потом вернулся к придворной жизни, пирам, литературным упражнениям и фаворитам, которые реально управляли государством вместо него. Египет получил вооруженное местное население, у которого не было причин любить греческих правителей, и правителя, которому не было дела до нарастающего внутреннего напряжения. Результат появился быстро. В 206 году до нашей эры в Верхнем Египте вспыхнуло масштабное восстание, и местные вожди провозгласили собственных фараонов. Это восстание тянулось более 20 лет. Птолемеи в итоге подавили его, но ценой огромных ресурсов и необратимого подрыва внутренней стабильности. Птолемей IV умер в 204 году, оставив малолетнего наследника и государство, которое начало системно разрушаться. Следующий век птолемеевской истории – это непрерывные династические конфликты, постепенная потеря внешних владений, нарастающая зависимость от Рима. То, что казалось крепкой конструкцией, начало рассыпаться именно с этого правления. Вина Птолемея IV не в одном решении. Она в том, что он получил стабильную и богатую систему и за 20 лет правления не сделал ничего для ее укрепления. Он принял одно ситуативное решение – вооружить махимоев, которое изменило баланс сил внутри страны, а потом устранился. Иногда этого достаточно, чтобы запустить необратимый процесс. Перейдем через океан, в мир, который развивался совершенно отдельно от всего, о чем мы говорили до сих пор, и где механизм разрушения через правителя воспроизвелся с поразительной точностью. Монтесума II правил ацтекской державой Triple Alliance, тройственным союзом Теночтитлана, Тескока и Тлакопана, с 1502 по 1520 год.
К моменту его прихода к власти эта держава была на пике могущества. Огромные территории, разветвленная система данников, армия, которая регулярно побеждала соседей. Теночтитлан – город на озере, который поражал испанцев своими размерами и организацией даже в момент завоевания. Но у этой системы были встроенные противоречия, которые копились задолго до Монтесумы. Ацтекская держава держалась не на прямом управлении завоеванными территориями, а на принуждении к выплате дани. Это давало ресурс, но не создавало интеграции. Покоренные народы ненавидели Теночтитлан не абстрактно, а очень конкретно, потому что дань была тяжелой, а ритуальные жертвоприношения требовали живых людей, которых брали именно из покоренных общин. Тлашкала, независимый город-государство, который ацтеки так и не смогли покорить, был со всех основных направлений окружен ацтекскими союзниками и данниками и существовал в состоянии перманентной цветочной войны, которую ацтеки вели для захвата жертв. Тлашкала выжила и накопила ненависть, которая сыграет решающую роль. Когда в 1519 году на побережье появились испанцы во главе с Кортесом, Монтесума оказался перед ситуацией, для которой у него не было готового инструментария. Здесь важно остановиться на одном популярном мифе. Версия о том, что Монтесума принял Кортеса за возвращающегося бога Кецалькоатля и потому не оказал сопротивления. Это упрощение, которое в значительной мере было создано постфактум, уже в колониальных источниках. Реальная картина сложнее. Монтесума знал, что пришельцы – люди, его разведка работала. Он получал доклады о том, что испанцы смертны, что они воюют, что они заключают союзы с его врагами. Проблема была в другом. Монтесума не мог правильно оценить масштаб угрозы, не потому что был суеверным, а потому что у него не было концептуальных инструментов для понимания того, что происходит. Небольшой отряд чужеземцев, который идет к столице, это не армия вторжения в рамках той логики, которую он знал. Это можно было воспринять как дипломатический визит, как разведку, как проверку. Принять, изучить, а потом действовать. Он принял Кортеса в Теночтитлан. Это решение оказалось фатальным. Но почему он его принял – вопрос честный. Часть историков полагает, что он рассчитывал держать испанцев под контролем, изолировав их в городе. Другие указывают на нерешительность, на ритуальную логику, требовавшую демонстрации великодушия к гостям. Есть и версия о том, что он боялся военного столкновения с применением оружия, которого не знал – лошадей, огнестрельного оружия, металлических доспехов. Скорее всего, в реальности работало несколько факторов одновременно. Что точно известно, когда испанцы захватили его самого в качестве заложника внутри собственного дворца, система рухнула почти мгновенно. Монтесума потерял способность управлять. Его попытки обращаться к собственным людям от имени теперь уже контролируемого ими пленника воспринимались как предательство. По одним источникам он был убит испанцами, по другим – убит собственными людьми как коллаборационист. Истина здесь недостижима. То, что последовало, известно как «Ночь печали», когда ацтеки подняли восстание и едва не уничтожили весь испанский отряд. Если бы Монтесума действовал иначе раньше, не принял испанцев в город, атаковал на подходе, использовал многократное численное превосходство, исход мог быть другим. Это не гарантия, но это была упущенная возможность. Финал известен. Кортес вернулся с тлашкальскими союзниками. Теночтитлан был осажден и взят в 1521 году. Держава, просуществовавшая около 100 лет, перестала существовать. Монтесума не разрушил ее в одиночку. Структурные противоречия ацтекской системы, ненависть данников, изолированность Тлашкалы, отсутствие реальной интеграции покоренных народов были заложены задолго до него. Испанцы принесли болезни, против которых у местного населения не было иммунитета. Это сыграло роль, сопоставимую с военным фактором. Но в момент, когда нужно было принять несколько ключевых решений, Монтесума принял неверные. И эта цепочка неверных решений превратила угрозу, которую можно было остановить, в катастрофу, которую остановить уже было нельзя. Последний из правителей доколумбовой Америки в нашем рассказе – фигура, которую знают меньше, хотя ее история еще острее. Атауальпа стал правителем империи инков Таhuantinsuyo в 1532 году. Но путь к власти, который он прошел, сам по себе уже был разрушением. Его отец, Уайна Капак, умер около 1527 года, предположительно от оспы, пришедшей с севера, вместе с испанскими экспедициями еще до того, как те добрались до сердца империи. Эпидемия была катастрофической, она выкосила значительную часть населения и элиты, прежде чем конкистадоры ступили на территорию Таhuantinsuyo. Это важный контекст, который часто упускают. Империя инков к моменту появления Писаро была уже ослаблена, и ослаблена именно тем оружием, которого не видела и против которого не имела защиты. Уайна Капак не оставил четкого наследника.
Два его сына, Уаскар на юге в Куско и Атауальпа на севере в Кито, начали гражданскую войну. Она длилась несколько лет и была разрушительной. Армии прошли через значительную часть территории империи, ресурсы были истрачены, элиты разделились. Административная система, которая при инках работала с высокой эффективностью, система митмаков, перераспределения труда, централизованных складов, оказалась под серьезным давлением. В 1532 году Атауальпа победил. Уаскар был захвачен в плен и впоследствии казнен по его приказу. Атауальпа был победителем гражданской войны, но победителем, который принял в управление надломленную систему. Именно в этот момент в северо-западной части империи появился Франсиско Писаро с отрядом 168 человек. То, что произошло дальше, в Кахамарке в ноябре 1532 года, одно из самых изученных и одновременно наиболее обсуждаемых событий в истории конкисты. Атауальпа согласился на встречу с испанцами. Он пришел с многотысячной свитой, по разным оценкам от 5 до 8 тысяч человек, большинство из которых были безоружны или вооружены легко, поскольку это был церемониальный выход, а не военный поход. Испанцы устроили засаду. В течение нескольких часов они убили 1000 людей из свиты Атауальпы и захватили его самого. Потери среди испанцев – несколько раненых. Почему Атауальпа пришел практически без боевого прикрытия? Это вопрос, на который историки дают разные ответы. Часть указывает на то, что он недооценил угрозу, точно так же, как Монтесума. Несколько сотен чужеземцев не воспринимались как реальная военная сила в логике, где армии исчислялись десятками тысяч. Часть полагает, что он планировал захватить испанцев сам и просчитался. Есть версия о самоуверенности человека, только что выигравшего тяжелую гражданскую войну и ощущавшего себя непобедимым. Вероятно, все это вместе, но результат был один. Атауальпа провел в плену несколько месяцев. Он заплатил за себя выкуп, который вошел в историю. Комната, заполненная золотом, и еще 2 серебром. Испанцы взяли выкуп и казнили его в 1533 году. Вне зависимости от выполненных условий. Смерть Атауальпы означала не просто потерю правителя. В централизованной системе Тауантин-Сую, где власть Сапа-Имки была не просто политической, но космологической, он был сыном Солнца, держателем мирового порядка, его пленение и казнь парализовали саму логику управления. Система, выстроенная вокруг единого центра, лишилась этого центра в момент, когда она уже была ослаблена и расколота гражданской войной. Армии инков, которые многократно превосходили испанцев численностью, так и не смогли организовать эффективного сопротивления на начальном этапе. Это не значит, что сопротивления не было вовсе. Оно было и продолжалось десятилетиями. Но момент, когда его можно было выиграть, оказался упущен. Атауальпа не разрушил империю инков своими руками. Эпидемии, гражданская война, испанская военная технология и жестокость конкисты – все это факторы несопоставимо большего масштаба. Но его решения в Кахамарке стали тем переломным моментом, после которого система потеряла возможность организованно защититься. И это решение принималось правителем, который только что выиграл самую тяжелую войну в своей жизни. И в этой победе, возможно, потерял способность трезво оценивать новую угрозу. Последний правитель в нашем рассказе – фигура, которая возвращает нас в Старый Свет и которая замыкает круг особым образом. Птолемей XIII правил Египтом в союзе со своей сестрой Клеопатрой VII с 51 года до нашей эры. Ему было около 10 лет, когда они вступили на трон. Реально за ним стояли советники – евнух Потин, военачальник Ахилла, ритор Феодот. Именно эти люди принимали ключевые решения, и именно они в 48 году до нашей эры приняли решение, которое стало роковым. Гней Помпей, потерпевший поражение при Фарсале от Цезаря, бежал в Египет. Это был человек, с которым у Птолемеев были договорные отношения. Он был могущественным римским полководцем. Советники Птолемея XIII решили, что безопаснее убить его и предъявить голову Цезарю, как доказательство лояльности победителю. Это был расчет, казавшийся прагматичным. Он оказался катастрофой. Цезарь, прибыв в Александрию и получив голову Помпея, отвернулся в отвращении. Убийство Помпея, бывшего консула и одного из самых влиятельных людей Рима, на египетской территории было актом, который подрывал всю политическую логику. Египет показал, что не умеет читать ситуацию, что готов на предательство союзников ради сиюминутного выигрыша, что его советники действуют из страха, а не из расчета. Цезарь остался в Египте, поддержал Клеопатру. И Птолемей XIII в итоге погиб в 47 году до нашей эры, утонул в Ниле, бежав после военного поражения. Египет как самостоятельное государство пережил этот момент еще на 17 лет, до смерти Клеопатры в 30 году до нашей эры.
Но решение советников мальчика-царя в 1948 году окончательно втянуло страну в римскую гражданскую войну и превратило ее из игрока в приз, из субъекта в объект. Здесь особенно важна честность. Птолемей XIII был ребенком, его личная ответственность минимальна. Но решение было принято от его имени в рамках его системы управления людьми, которых поставил на эти места механизм династической преемственности. Это и есть системная проблема. Государство, в котором реальная власть принадлежит не правителю, а не подконтрольным ему советникам, это государство, которое уже не управляет собой. Оно управляется чужими интересами, замаскированными под государственные. Это не исключение из правила. Это один из самых распространенных механизмов распада. Мы прошли через 10 правителей, через 3 континента, через 1500 лет истории, через Персию и Рим, через Египет эллинистической эпохи и доколумбовую Америку, через империи, которые казались несокрушимыми, и через государства, которые рухнули так быстро, что соседи не успели понять, что произошло. Теперь время остановиться и посмотреть на все это вместе, не как на список имен, а как на набор механизмов. Потому что если вынуть из каждого кейса конкретные имена и даты и посмотреть на то, что осталось, обнаруживается повторяющаяся структура. Она не идентична в каждом случае, но она достаточно устойчива, чтобы говорить о закономерности, а не о случайности. Первый механизм – это ставка на демонстрацию силы вместо укрепления устойчивости. Ксеркс потратил ресурс империи на поход, который должен был показать непобедимость персидского миропорядка. Поход провалился. Но даже если бы он не провалился, империя потратила то, что нужно было сохранить. Грандиозный жест всегда дороже тихой работы по укреплению системы. И правители снова и снова выбирают жест. Почему? Потому что жест виден, потому что он немедленно подтверждает легитимность, потому что тихая административная работа не создает образа, а образ для правителя – это часть власти. Проблема в том, что образ не кормит армию и не держит провинции. Это делает система. И если система слабеет, пока правитель занят образом, рано или поздно образ перестает работать тоже. Второй механизм – это разрушение промежуточных слоев власти. Нерон последовательно уничтожал сенаторскую элиту. Комод унижал и запугивал всех, кто мог составить реальный противовес. Элагабал вытеснял компетентных администраторов ради фаворитов. Птолемей IV отдал реальное управление людям, которые действовали в своих интересах. Этот механизм особенно опасен, потому что он незаметен в моменте. Правитель, который концентрирует власть в своих руках, разрушает конкурентов и выглядит сильным. Элиты запуганы, и это выглядит как порядок. Советники лояльны до раболепия, и это выглядит как управляемость. Но система при этом теряет именно то, что позволяет ей функционировать без постоянного ручного управления. Компетентных людей на местах, механизмы обратной связи, способность реагировать на проблемы до того, как они стали кризисом. Когда приходит настоящий удар, выясняется, что реагировать некому и нечем. Вся конструкция держалась на одном человеке. А один человек не может держать империю. Третий механизм – это неспособность прочитать новую угрозу в старых категориях. Монтесума видел испанцев сквозь логику ацтекской политики. Небольшой отряд чужеземцев, пришедших неизвестно зачем, которых можно принять, изучить и использовать. Атауальпа видел несколько сотен людей и не мог вписать их в категорию «армия вторжения», потому что армии, которые он знал, выглядели иначе. Камбис не смог выстроить внутреннюю устойчивость системы. Ресурс уходил на военную экспансию, а не на то, что держит государство в момент кризиса преемственности. Это не глупость, это структурная проблема любой власти. Правитель обучен работать с угрозами, которые уже были. Система создает инструменты под известные задачи. Новая угроза, которая не вписывается в существующие категории, остается невидимой, ровно до того момента, когда становится необратимой. И именно здесь личный фактор имеет значение, потому что у некоторых правителей есть способность выходить за рамки привычной логики, и у некоторых ее нет. Это не всегда вопрос ума, иногда это вопрос характера, иногда вопрос того, какое окружение сложилось вокруг правителя и допускает ли оно честную информацию снизу. Система, в которой плохие новости не доходят до вершины, это система, которая слепа к собственным уязвимостям. Четвертый механизм – это военная и ресурсная перегрузка без соответствующей отдачи. Ассирийская империя держалась на непрерывных кампаниях. Это требовало ресурсов, людей, логистики. Каждая новая провинция требовала гарнизона и администрирования.
Каждое подавленное восстание порождало новую ненависть, которая становилась следующим восстанием. Система работала, пока работала, но она не имела точки устойчивого равновесия. Она могла только расширяться или рушиться. Когда расширение остановилось, началось разрушение. Синширишкун унаследовал эту систему в момент, когда она уже исчерпала свой ресурс. Он не создавал проблему, он был последним, кто стоял перед ней. Но именно это делает вопрос о правителе в момент системного кризиса таким острым. Иногда задача правителя не выиграть, а не проиграть слишком быстро. Дать системе время. Найти выход, которого нет в очевидном наборе решений. Это требует не просто компетентности, это требует редкого сочетания реализма и воли, которого у последних ассирийских царей не оказалось. Пятый механизм, и, пожалуй, самый тихий, это утрата правителем связи с реальностью функционирования собственного государства. Не утрата разума в клиническом смысле, а утрата понимания того, как система реально работает, где она держится, где трещит, что нужно, чтобы она продолжала работать. Птолемей IV знал, что у него богатое государство. Он не понимал, что это богатство не самовоспроизводится. Его поддерживает конкретный баланс между греческой военной монополией, бюрократическим контролем над Нильской долиной и лояльностью жречества. Нарушить этот баланс ради тактической победы при Рафии и не сделать ничего, чтобы новый баланс выстроился, это и есть потеря связи с реальностью функционирования. Элагабал знал, что он правитель Рима. Он не понимал, что римский правитель существует не в религиозном вакууме, а внутри конкретной политической культуры, которая имеет свои требования, свои символы, свои красные линии. Пересечь их значит разрушить собственную легитимность. А без легитимности власть держится только на страхе. А страх – ненадежная опора. Теперь самый трудный вопрос, который возникает после всего этого анализа. Можно ли было иначе? В каждом из этих случаев можно ли было принять другое решение, которое изменило бы исход? Ответ честного историка – иногда да, иногда неизвестно, иногда нет. Ксеркс мог не идти в Грецию или идти с меньшими амбициями и лучшей логистикой. Это был выбор, и этот выбор имел альтернативы. Монтесума мог не пустить Кортес в Теночтитлан. Атауальпа мог прийти в Кахамарку с боевой охраной. Нерон мог выстраивать отношения с Сенатом и армией иначе. Примеры правителей, которые это умели, были у него перед глазами. Но Симширишкун, принявший государство в момент коалиционного удара сразу с двух сторон, при истощенной армии и ненавидящих Ниневию данниках, у него пространство для маневра было узким. Не нулевым, но узким. И Птолемей XIII, десятилетний мальчик в руках советников, он вообще не был субъектом собственных решений. Это важно. Потому что если мы хотим честного исторического расследования, а не морализаторства, нужно признать, не все правители в нашем списке одинаково ответственны за то, что произошло. Степень ответственности разная, масштаб личного выбора разный, обстоятельства, в которые они были помещены, разные. Но именно это и делает вопрос о правителе в момент кризиса таким значимым, потому что даже при ограниченном пространстве маневра, оно почти всегда есть, даже в самой сложной ситуации есть решения, которые ускоряют катастрофу, и есть решения, которые дают время. И выбор между ними зависит от человека, стоящего во главе. Цивилизации не рушатся в один день. Это медленные процессы – демографические, климатические, экономические, военные. Они тянутся десятилетиями, иногда столетиями. И в этих долгих процессах есть моменты, когда правильное решение могло бы изменить траекторию. Не остановить падение навсегда, но изменить угол, дать системе время перестроиться, найти новое равновесие. Именно в эти моменты фигура правителя становится критической, не потому что один человек сильнее целых цивилизаций, а потому что в системе, построенной вокруг единого центра власти, этот центр принимает решения, которые определяют направление движения. И если центр принимает неверные решения, система движется не туда, а потом слишком быстро. Камбис истратил внутреннюю устойчивость империи на амбиции, которые оказались за пределами ее ресурса. Ксеркс истратил силу на демонстрацию, которая не принесла результата. Синширишкун не смог удержать то, что уже рассыпалось, но не попытался найти выход за пределами очевидного. Нерон разрушил опоры собственной власти, не понимая, что именно он разрушает. Комод превратил власть в театр и не заметил, что пока он играл, система теряла тех, кто мог ею управлять. Элагабал пересек красные линии политической культуры, в которой жил, и не понял, что это значит. Птолемей IV получил устойчивое государство, не сделал ничего для его укрепления и запустил процесс, который оказался необратимым.
Монтесума не смог прочитать новую угрозу в старых категориях. Атауальпа победил в гражданской войне и в этой победе потерял способность трезво оценивать следующую опасность. А советники Птолемея XIII приняли расчетливое решение, которое оказалось хуже, чем любая альтернатива. Разные люди, разные эпохи, разные цивилизации. Один и тот же вопрос. В какой момент правитель перестает быть защитником системы и сам становится ее главной уязвимостью? Ответ, который дает история, неутешительный, но точный. Это происходит тогда, когда власть перестает служить системе и начинает служить себе. Когда правитель заменяет реальность образом, когда он перестает слышать то, что происходит за пределами его двора, армии, жрецов или советников. Когда он принимает решения, исходя из логики собственной позиции, а не из логики того, что нужно государству. Это происходило в Ниневии и в Александрии, в Риме и в Теночтитлане, в Персеполе и в Куско, в мирах, которые не знали друг о друге и никогда не встречались. Цивилизации редко рушатся потому, что у них появляется один злодей. Они рушатся потому, что накопленные слабости в какой-то момент перестают компенсироваться. И если в этот момент во главе стоит человек, который выжигает последние опоры, распад ускоряется, иногда до необратимости. Это и есть та роль, которую власть может сыграть в истории. Не единственная причина катастрофы, но иногда последняя, которая делает ее неизбежной. Расследование продолжается. Если этот разговор был для вас важен, подпишитесь на канал и напишите в комментариях, какой из этих правителей кажется вам наиболее показательным примером и почему. Это не риторический вопрос. Среди историков он до сих пор открытый. Подписывайтесь на канал, впереди еще очень много интересного.